Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание знакам зодиакам, кому судьба очень жестока. Судьба, она постоянно дает какие-то уроки, проверяет нас на стойкость, на внимательность, на терпеливость. И мы далее в этом видео поговорим, кто же эти знаки, кто вошел именно в этот список. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают эту важную и ценную информацию и используют в своей жизни. Итак, каким же знаком зодиака судьба очень жестокой? Первый знак зодиака – это Дева. Знаете, девы, они мечтают во всех начинаниях добиваться идеальности. Знаете, такие вот идеальные хотят быть людьми. Но, к сожалению, наш мир не идеален, и поэтому девы очень сильно расстраиваются и буквально впадают в невроз и в депрессию, если что-то идет не по плану, идет не так, как они изначально запланировали. И таким людям свойственно брать на себя ответственность за других и переживать за их неудачи. Особенно это касается близких людей. То есть девы стараются всем помочь, всех поддержать, возможно, даже отдать последнюю свою рубашку и деньги, только для того, чтобы у всех было прекрасно и хорошо. И представители данного знака зодиака порой слишком бурно реагируют на неприятности и могут даже, вы знаете, чрезмерно драматизировать ситуацию, при этом ощущая гнет вот той всей несправедливости этого мира на своих плечах. Поэтому, уважаемые девы, не берите и не принимайте все близко к сердцу. Представьте, что жизнь – это ваша игра, и вы просто должны красиво пройти эту игру или этот уровень. Когда возникают в вашей жизни проблемы, или проблемы возникают в жизни ваших близких людей, пожалуйста, сначала сядьте и подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы действительно что-то изменить в лучшую сторону. Если что-то не получается, то не лезьте на рожон, потому что это не всегда хорошо и не всегда приводит к каким-то хорошим и добрым желаниям. Следующий знак зодиака, кому судьба очень жестока, это знак зодиака Рак. И поплакаться другу в жилетку и рассказать о нескончаемых проблемах, которыми переполнена, к сожалению, жизнь раков, это то, чем данные личности занимаются с удовольствием. Уважаемые раки, вам нужно перестать это делать, плакаться другу в жилетку, рассказывать о всевозможных своих бедах, о тех несчастьях, которые происходят в вашей жизни. И раки, они достаточно чрезмерно эмоциональные натуры, или такие вот личности. И все грубые слова или конфликты с окружающими, уважаемые раки, вы принимаете достаточно близко к сердцу. И от чего чувствуете себя безмерно несчастными людьми. К тому же, раки никак не оставляют воспоминаний о прошлом, поэтому они не способны наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Поэтому, уважаемые раки, вам нужно пересмотреть свои взгляды на жизнь, перестать находиться постоянно в том состоянии постоянно плаксивости, такое состояние слез, горя, потому что ничего ужасного не произошло. У каждого, если обратить внимание и открыть свои глаза, то, уважаемые раки, вы обратите внимание, что у каждого человека есть постоянно какие-то проблемы, есть какие-то нюансы, есть постоянно то, что нужно постоянно решать, думать, двигаться. То есть не только вы один такой с таким грузом проблем. Просто у кого-то их больше, у кого-то их меньше, а у кого-то их нет. Ну, просто почему нет? Потому что люди, наверное, сидят просто дома в 4 стенах и никого не хотят видеть, не слышать. А как только человек начинает
двигаться к своим каким-то целям, находится в социуме, у него всегда будут происходить всевозможные форс-мажорные обстоятельства, потому что мы все друг друга зависим, потому что все равно мы взаимодействуем друг с другом. Уважаемые раки, обращайте на это внимание, иначе вам так придется всю жизнь пробыть в этих слезах, в горе, в несчастье. А когда же, спрашивается, жить? Вот раки, поэтому, пожалуйста, задумайтесь. Следующий знак зодиака – это рыбы. И, уважаемые рыбы, вы сами по натуре достаточно чувствительные и мистические личности. И почему-то вы сами себя считаете самыми несчастными людьми среди всех знаков зодиака. Вы зачастую живете в своем мире и наслаждаетесь какими-то фантазиями. И в реальности вы, к сожалению, уважаемые рыбы, практически не способны построить гармоничные и крепкие взаимоотношения с другими людьми. И вы излишне обидчивы, вы злопамятны, вы никогда не хотите простить плохого отношения к себе. Вы накапливаете всегда негативные эмоции, при этом это накопление негативных эмоций происходит годами, что отравляет ваше собственное мироощущение, отравляет вашу жизнь и отравляет жизнь тех людей, которые находятся рядом с вами. Поэтому, уважаемые рыбы, выходим из вот того состояния фантазий, где у вас какие-то мечты, возможно, фантазии, и начинаете жить реальной жизнью. Иногда это достаточно сложно по разным причинам. Но если вы будете работать над собой, над своим сознанием, подсознанием, то вы можете изменить свою жизнь. При этом вы можете изменить свою жизнь даже достаточно кардинально. Но помните, что все зависит только от вас, от того, насколько вы готовы двигаться вперед, насколько вы готовы заниматься с собой. И также вот эта обидчивость, вот эта злопамятность, ее нужно убирать из жизни. Иначе вы просто-навсего ничего не сможете добиться в жизни. Вот, друзья, такие у нас знаки зодиака, которым судьба очень жестока. Еще раз, это Дева, это Рак и Рыбы.